UFL. Новая спортивная игра, которая в соответственном рейтинге Google Play занимает вторую строчку. Далеко не идеальная оценка 3,6, но зато больше 1 миллиона скачиваний за 2 недели с момента релиза. Давайте познакомимся с этой игрой. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Если честно, я даже не знаю, о чем это будет игра, в том плане, будет ли это мультиплеер или синглплеер, играть ли мы будем с ботами. Но, во всяком случае, игра работает исключительно с интернетом. Без интернета в нее зайти нельзя. Еще, что касается общего рейтинга новых игр, я выше всего ее видел, по-моему, на 14 строчке. А когда я садился записывать видео, она вообще упала на 32-ю строчку. Да, это фактически лучший представитель спортивных и футбольных игр новых, но в рейтинге с другими новыми играми показывает она немного сомнительно себя. По геймплею мне только известно, что мы будем играть за 11 футболистов на поле, то есть выбирать одного, за него там спринтить, финтить, отдавать передачи и все в таком роде. Ну, как в FC 2026 или как эта игра называется. Ну и еще я буквально недавно играл в футбол лигу 2026, что-то прям сильно на нее залип, поэтому я хорошо знаком с подобным геймплеем, я там играл вообще на максимальной сложности. Поэтому даже если игра будет довольно хардкорной, душной, то я с этим, думаю, смогу справиться. Добро пожаловать в UFL, давайте разберем основы игры. Не знаю, почему у меня так случилось, но у меня загрузка заняла где-то 5 минут, это, как по мне, неадекватно долго. Посмотрим, что по оптимизации, ну, вроде как мой персонаж двигается плавно, мне уже не нравится то, что вибрация включена. Я не люблю в играх вибрации, причем эта вибрация может на качестве звука отразиться у вас, когда вы смотрите это видео. Так, это что? Это рывок, это спринт. Отличный старт. Сила паса у нас отображается, понятно как? Необычно, в других играх чуть по-другому. Теперь отбор. Ну, по стоячему противнику это такое себе. А, вот теперь бежит. О, вот здесь я провалился. Провал. А что, мне ничего не нужно делать? Просто зажать кнопку? А, да, и мой парень все сделает. Ну, здесь очень казуально просто. Удар. Сила удара наполовину, и сразу у нас переключается на подкат. Ну, вроде как забивать просто. Ну, ничего сложного пока что здесь нет. Дальше забить через пас. Окей. Плавная игра довольно-таки. Я не знаю, я видел жалобы в отзывах некоторых, то, что игра плохо оптимизирована. Может быть, конечно, это уже обновления прошли с тех пор. Так, пас в разрез. Ой-ой. У нас здесь куча всего есть. Смотрите, можно свайпать кнопки. Если я влево свайпну, я не знаю, что происходит. Вверх это должна быть верхняя передача, да. А низ это низом передача. А чем отличается от левого свайпа? Передача в разрез, это понятно, верхом-низом. Хотя я, честно, не особо понимаю разницу между обычным пасом и пасом в разрез. Но, по крайней мере, в футбол лиг, который я играл, там пас в разрез можно было на ход кидать, а обычный пас как-то примагнитивался к футболистам. Не знаю, как это работает. А рывок это типа финт. Понял? Вниз это... А что будет вниз? А вниз ничего не работает. Это у нас эластико. А вверх тогда что? Подбрасывание немножечко мяча. Я привык то, что эластику вверх. Но, кстати, здесь нет моего любимого финта. Рулетки. Ну да, что-то немножечко слабовато в этом плане с финтами. А, еще удары я не изучил, кстати. А, кстати, удары здесь у нас тоже магнитятся или нет? Потому что в некоторых играх удары магнитятся, то есть даже если ты не целишься... А ну-ка попробуй. Я не целю, жму удар, да, магнитится. Примерно в область ворот. А что здесь насчет удара с центра... О, кстати, плотность удара хорошая. А ну-ка с самого центра на фулл. Ну нет, тут слабовато уже. Ладно, давайте побыстрее закончим с обучением. Ну, применение финта мне еще нужно изучать, но пока что закончим с обучением и посмотрим, что у нас здесь уже в боевых условиях будет. Ух ты, матч загружается, это моя команда? Или что это здесь изображено? Ну, команда это какой-то микс, это не конкретно какой-то футбольный клуб. Диас, стоп, Диас и Диас, защитники два одинаковых в двух командах. У нас Мбаппе, Дибала, или не у нас, или у нас Салах, Роналду, Стерлинг, или это нам просто картинку показывает. Я не знаю, короче, что это у нас за загрузка вообще. Но учитывая, что у нас здесь есть загрузка с двух сторон, я осмелюсь предположить, что игра мультиплеерная. То есть должны два игрока загрузиться, или что это работает. Но сейчас нас, наверное, с ботом загружает. Но позже это может быть мультиплеер. Так, погнали, с центра поля разводим мы. А, ну да, это бот, точно. Ой-ой, а что это? Во-первых, что с графикой? Графика что-то получше была раньше. Так, пройдет пас. А, здесь в разрез нужно было давать. Так, идем в отбор. Ну, я не знаю насчет плавности, плавно, но как будто бы слишком странно это работает. Так, навесик. Я не так хотел, но получилось как получилось. Так, а как мне накрывать? Тут отбор. Пас в разрез. Получится? Нет, не получилось. Облак сейвит. Но динамика у игры довольно-таки быстрая. Так, а куда наш парень пролетел мимо мяча? О, отлично, на финте. Стоп, а почему насчет 4-1 уже?
Странно, Килиан Мбаппе забивает гол и забивает уже 4-й гол, хотя я забиваю так-то первый. Ладно, пока что игры кажутся очень простенькие, но что-то в этой игре мне не нравится. Либо я просто не привык, либо что на деревянно ощущается, боты слишком легенькие. Это прям факт. Так, что по дриблингу? Я вообще не разбираюсь в финтах, я хочу как-то на финтах играть, но мне очень непривычно после Football League. Но отборы очень легко идут, но здесь по-любому должна быть какая-то сложность. Если это без сложности так работает, то это кошмар. Боты слишком слабенькие. Нужно мне какого-то другого финта научиться. А, эластику это свой вправо. Нет? Да. А могу с лета? Смог с лета. Отлично, еще и забил. 5-0. Но пас, кстати, мне в этой игре вообще неудобно играть, вот скажу вам честно. Так, уходим назад, отдаем пас, пас в разрез куда-то там на забегание и свисток, все. 5-0, уверенная победа, не знаю, что это был за состав, что мы вообще играли, но как первый матч прошло успешно, 2-0 по сути выиграл. О, здесь даже есть ожидаемые голы XG, я, наверное, впервые в игре вижу такой показатель. Задания у нас есть какие-то, и мы получаем карточку Гризмана. Но нас сейчас знакомят с интерфейсом игровым, в главном меню что есть. А вот так вот у нас представляют игрока. Вот он, Гризман, с графикой здесь, конечно, есть какие-то беды. Я это заметил еще, как только запустился матч. Потому что как-то странно это ощущалось. Клуб. Тут мы выбираем команду. Если честно, ну лично для меня это лишнее обучение. Я бы сам перекликал и все посмотрел. Но да ладно. Гризмана ставим в центр нападения, и состав у нас крутой уже убрали. У нас какие-то слабачки. Кого я здесь вообще из них знаю? Честно, вообще никого, кроме Гризмана. Старт. Карьера, соперники, центр испытаний, какие-то события, открытый турнир, товарищеский матч. Ну да, это с ботами, как я и предполагал. А что у нас по настройкам? Можно включить радар, отключаю вибрацию, плавающий джойстик. Я тоже отключу. Лучше пускай он будет у меня фиксированный. Визуальные подсказки, траектория паса. Вот, кстати, визуальные подсказки, это хорошая тема. Я не помню, в какой-то игре ли я такое видел. Обычно там без визуальных подсказок все это сопровождается. Траектория удара, ну тоже пускай будет. Изображение. Расширение нормальное, качество графики нормальное, производительность 60 FPS и есть еще какие-то HD текстурки. Ну и все, по настройкам довольно-таки минимум. И я, кстати, знаю, за счет чего разрабы собираются зарабатывать. Здесь у меня уже 4-й или 5-й раз выскакивает на весь экран вот это всякое типа стартовый набор, купи, задонать, вот это все. Так что тут понятно все. Номера футболиста можно ставить, кстати. Давайте схему поменяю. Какая может быть норм схема? Не богато. Ну, тогда я ничего и трогать не буду. Меня в целом устраивает, чтобы были фланги и центральный нападающий. Коллекции. Ну, это разные карточки, выбивать персонажей. Ну, все это знакомо, и я не вижу смысла это сидеть и прям глубоко изучать в этом видео. Как-никак это видео формата первого взгляда, формат знакомства с игрой. Все равно мы все это не сможем раскрыть. Это нужно прям плотно задроть в игру, а вот поиграть побольше матчей. Это как будто надо. Товарищеский матч не стоит внимания. Это просто ты выбираешь, я так понял, команду на команду какую-то. А вот карьера, это любопытно. Начинается новый ПВЕ сезон. Турниры сезона, чемпионат UFL. ПВЕ это типа с ботами имеется в виду. ПВП это было бы с игроками. Вот сезон, вот наши матчи, календарь. Мы находимся в непонятной какой-то таблице, но это какая-то виртуальная лига. Здесь вообще никаких знакомых команд нет. И 6 команд. На лигу это слабо похоже. Ладно, погнали, поиграем. Сразу входа у нас никаких нет анимаций, никакого представления выхода команд, сразу вступаем. Ладно, погнали. Вначале у нас какие-то пролаги, я замечаю, работают. Пробуем разрез, отдать. И траекторию накрывали, но мой парень должен быть первым и забиваем. Нет, не забиваем, а как? Я продавил, сделал... угловой, понятно. О, кстати, да, вот это мы еще не делали. Это что за кнопка? Я немножечко не понял. Ой, какие лаги! А я ведь графику крутую не ставил. Не, это кошмар. Почему оптимизация плохая? О, кстати, а как... это автоматически делается. Я вижу забегание своих футболистов. Это круто. Блин, вот здесь с финтом я, конечно, накосячил. Быстро, кстати, в пас боты идут. А я вообще не вижу своих футболистов. Формы слишком сливаются. На меня вообще не бежит футболист, не встречает. Пробуем навесить. Не добрался мой футболист, ладно, ждем попытку номер 2. Играю пока что простенько через навесики, потому что как пройти через вот эти редуты, я немножко не понимаю. О, подбор сразу же, отлично, забили на изи. Реально слишком легко, я как игрок, который пока что вообще не умею играть, ну, опять же, играю в бей-беги, то есть забегаю по флангу, навешиваю и пытаюсь как-то так. Кстати, я еще вижу силу удара противника, кстати. Так, перекрывать удары я могу. Так, эластико. Блин, как здесь хреново анимация, кстати, выглядит. На это я тоже обратил внимание. Ну да, здесь на изи проходим. А почему здесь никто не прессингует? Это нормально? Я возле штрафной. Играть еще и играть в эту игру нужно, чтобы реально научиться. Но я что-то особо не вижу смысла учиться в нее играть, потому что игра, если честно, ощущается очень криво. Нет, офсайд, ладно. Офсайды, кстати, есть в игре, узнали. Блин, я бы еще пенальти с кайфом заработал, потому что я хочу увидеть, как это выглядит. О, замены у нас пошли.
Автозамены типа? А, мне предлагают замены, я должен решаться, делать ли их или нет, я понял. Кстати, чисто теоретически в игре должен быть ложный удар, но я немножко не понял, как он делается. А ну-ка вот так. А, нет, это просто удар низом. Я не понял, у нас в 4 разные стороны можно свайпать в кнопке удара, но что именно ложный удар, я не знаю. По идее, за счет ложного удара в штрафной мы можем заработать пенальти. Кстати, у нас есть кнопка выбить, а не удар. Это из-за того, что я далеко? Ну, видимо, да. А если я пересеку? А вот теперь есть удар. Короче, здесь нет ложного удара. Это плохо, как по мне. Ага, можно получить больше награду, если посмотреть рекламу. Понятно. 4 XG. Да, я откровенно не забивал много, получается. Так, мы получили какие-то токены, и сейчас посмотрим, как вообще работает торговля игроками. А, это работает через лутбоксы. То есть готово здесь игрока нельзя приобрести, или можно, но при определенных условиях. Удалось мне поиграть всего лишь 2 матча, игра откровенно ощущается сырой. С графикой есть проблемы, по ходу матча откровенно подлагивает, но в то же время при запуске игры таких проблем не было. Видимо, потому что во время матча у вас 11 на 11 футболистов, и каждый что-то делает на поле. Да, кстати, что касается лагов, да, конечно, у меня далеко не самое мощное устройство, может быть у вас будет получше устройство, и у вас будет ощущаться это получше, но в игре как бы и других проблем на самом деле полно. Не только на этом нужно зацикливаться. Боты здесь откровенно слабые, в чем смысл карьеры я не до конца прочувствовал, как и другие режимы, но это опять же нужно наигрывать, много играть. Что касается наигрыша, игра ощущается слабо реализованная в управлении, дриблинг довольно слабый, с передачами, но это уже больше как раз таки наигрыш. Вот передачи как будто можно приспособиться, научиться правильно делать навесные передачи, передачи в разрез и так далее. Тут я думаю особых проблем нет, как и с забиванием голов. Если здесь какая-то мультиплеер составляющая, если честно, я не знаю. Но, опять же, кроме атмосферной музычки, которая мне, если честно, понравилась, и кроме подсказок, которые рисуют нам траекторию мяча, ничего хорошего в этой игре, если честно, я не увидел. Та же Футбол Лига 2024, о которой я здесь упоминал, она будет явно лучше. В любом случае, если вы не доверяете моему мнению, считаете его не авторитетным, типа наигрыш все это решит, то нет. Я с этим кардинально не согласен, но кто имеет опыт в подобной игре, если вы в нее зайдете, вы по своему опыту поймете, что я прав. Я как бы и не стараюсь, чтобы мое мнение все воспринимали как чистую правду. Ну и во всяком случае, надеюсь, что кому-то это видео было полезным. Я познакомил вас с игрой и, возможно, спас вас от того, чтобы попробовать в нее поиграть, потому что вы не хотели играть в откровенно такую плохую и сырую игру. Но если действительно видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующих выпусках.